Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же бумеранг ее постигнет? Настраивайтесь на женщину. Как всегда, ставьте лайк для энергообмена. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот знаете, даже не знаю, как вот подобрать правильно слова. Сильный мужчина, которому одиноко. Вот сильный мужчина, который полон сил, да. Вот вы мужчина, который вообще силач и физически, и морально. Вот по жизни вы очень такой стойкий, волевой человек. Да, у вас есть период какой-то отрешенности, период одиночества. Причем вот вы себя чувствуете, может быть, даже, ну как вот говорят, одиночество в толпе, да, ненужным просто находясь даже среди людей. Ненужным себя чувствуете, потому что рядом вот, ну, нет любимой женщины. Хотя вот вы, ну, настолько выносливый, вас жизнь настолько уже закалила, что вы уже, ну, наверное, ничему не удивляетесь в этой жизни. По деньгам, в принципе, я не вижу у вас особых проблем. Деньги вы умеете зарабатывать, у вас, в общем-то, проблем никаких, все хорошо. Но вот именно эмоциональный фон, именно вот ваша чувственная сторона, именно то, что касается любви, личных отношений, вот это вас наиболее огорчает. Вот именно отсутствие в вашей жизни любимой женщины. Это могут быть даже, знаете, вот такие вот пессимистические настрои, когда люди говорят, что да уже все, да кому я нужен, где я ее найду, да, вот все хорошие женщины разобраны и так далее. Ну, то есть такой настрой упаднический, я бы сказала. Вот именно в отношении, ну, касательно отношений. Вы настолько такой, знаете, еще подельчивый человек, вы очень щедрый. И плюс ко всему, да, вот где собака зарыта, вам еще из-за того плохо, что нет вот рядом любимой женщины. Потому что вы живете вообще чувствами, вы живете сердцем и душой. Есть люди, я уже не раз об этом говорила, что некоторые живут разумом, логикой, да, вот четко все продумано должно быть, везде такой вот подход логический. Вы все делаете по душе, по сердцу. И вот вам хочется именно женщину по душе, которую выберет именно ваше сердце. Но пока такой женщины вы не встретили, это вас очень сильно огорчает. Вы готовы и делиться, вы готовы вкладываться. Причем я вам скажу, несмотря на то, что у вас были довольно непростые вот прежние отношения, из которых вы вышли, все равно, несмотря на это, вы будете себя вести точно так же и в других отношениях, потому что вы, ну, такой добряк из добряков. Как бы вам ни было тяжело, как бы вам ни было плохо, но вы, когда влюбляетесь, все, вы теряете разум. У вас розовые очки, как в 17 лет. Вот вы просто, ну, как мальчишка, наверное, в каких-то моментах себя ведете. Вот влюбленный мальчишка. Не зря говорят, что любви все возрасты покорны. Вы даже такой романтик, я бы сказала, вот, да, вы можете и какой-то такой романтический сюрприз устроить женщине, вы можете и, я не знаю, там вот эти даже смс-очки, какие-то открыточки, смайлики в течение дня любимой женщине посылать, либо же звонить. Ну, то есть, ну, такой вот вы романтик, вы умеете ухаживать, и вы это, ну, здорово, красиво умеете делать. Единственное, что пока рядом нет женщины, это вас, конечно, очень и очень огорчает. Но в вашу жизнь придет новая любовь, у нас туз кубков выпал, ну, сегодня не об этом расклад, поэтому не огорчайтесь, ребята, в вашей жизни тоже наступит тот самый победный момент. Итак, смотрим. Смотрим дальше. Какая же... Вот, посмотрите, да, у меня даже из колоды выпала карта любви. Ну, то есть однозначно у вас будет новая любовь. Но сейчас мы смотрим о той, которая получит свой бумеранг.
Какая женщина пришла к нам на расклад? Давайте-ка посмотрим. И сразу у нас манипуляторша. Так, ну да, эту женщину вы, конечно, считали своей судьбой. Вы думали, что вы будете с ней жить долго и счастливо, как в сказке, да, и умрете в один день. Сейчас вы с ней, да, на расстоянии. Это может быть даже семья у некоторых проигрывается, и дети. Но человек, который манипулирует, ну, настолько, ну, всеми просто манипулирует. Вами это естественно. Вот она так просто, знаете, как кукловод дергает за ниточки. Вот она очень умело это делает. Причем вы это видели, вы это все понимали, что вами манипулируют, управляют, но ну уж слишком сильно вы ее любили. Слишком сильно вы позволяли, ну не то чтобы, ну я не хочу, конечно, говорить, что ноги о себя вытирать, это будет грубо, но вы много чего позволяли ей. Просто потому что любили. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот вы просто не потому, что вы такой вот наивный, доверчивый, а помимо того, что вы любили ее, да, вы еще и добряк. Вот вы позволяли именно из-за своей большой любви, вот вы позволяли много чего. Вы позволяли сознательно даже в каких-то моментах вить веревки. Хотя вы это в принципе понимали, вы довольно умный человек. Женщина, которая, ну, она любительница, вы знаете, то ли устраивать скандалы, это может быть вспыльчивый характер, это могут быть придирки, это может быть постоянное недовольство. Напишите, есть такой момент? Так, ну, дамочка, конечно, не из простых. Да, она и страстная, она и активная, но и она, конечно же, большая любительница денег и подарков. Вот вам с ней было настолько непросто, особенно вот, ну, я думаю, в последние моменты, настолько вот вы, ну, чуть ли не враждовали с ней. Вот когда нашла коса на камень, ну, я думаю, что вам стоило очень большого труда продолжать жить с ней. У кого-то это может быть даже ради детей вы не хотели уходить какой-то период. Хотя все понимали, что к концу все идет. Кто-то, да, безумно любил, либо же два в одном, да, и любил, и плюс еще и дети не хотелось вот разрывать, а много чего терпели. Она это все понимала прекрасно и пользовалась этим. Давайте теперь посмотрим, как же она живет, эта раскрасавица, манипуляторша. Так. Она таки живет. Вот она людьми управляет, вот как кукловод. Она абсолютно не поменялась. Плюс, я вам скажу, я не вижу абсолютно у нее счастья в личной жизни, от слова совсем. Даже какой-то период, может быть, даже и сейчас у нее проигрывается, что у нее вообще нет мужчин, ну, как таковых, да. Даже вот для интима я не вижу у нее мужчин. Она такой человек, который, ну вот то ли своим каким-то поведением, я не знаю, вот как-то она отталкивает вообще мужской пол от себя. Да, ее можно использовать, но это какие-то вот эти прыжки по жезлам, да, грубо говоря, максимум. Это просто какие-то одноразовые, двуразовые встречи и все. Для серьезных отношений ее мужчины как-то даже не воспринимают. Так, а ей-то хочется любви. Ну вот, ну злюка, ну однозначно холодная женщина. Она настолько вот может проигрываться даже эмоционально холодной. Такие женщины обычно не умеют даже проявлять свою любовь. Такие женщины бывают холодно сдержанные вообще в своих эмоциях. Они, да, вот они хотят любви. Вот эта женщина холодная, она хочет любви, она ищет любви, но ее нет. Она очень хочет вот обеспеченного мужчину, но его нет, потому что обеспеченные мужчины, они, конечно же, видят всех этих корыстных девочек, однодневочек. Она даже, знаете, она даже злится сама на себя. Почему, что она делает не так, да, вот она как-то самоедством даже периодически занимается. Как же ей хочется, чтобы ее любили и кружили. Плюс еще, смотрите, у нее полно внутренних вот и страхов, либо комплексов.
У нее много страхов, она могла даже не рассказывать, какие страхи. Вот посмотрите, она боится остаться без денег и боится остаться без любви. Вот она боится, то есть одиночества, да, вот одной остаться, и остаться бедной, несчастной, без средств к существованию. Это ее основной страх. Вот она как-то выбирает мужчин, знаете, она даже не смотрит на возраст. Ей все равно молоденький, там, в возрасте. Она вот знакомится, и абсолютно все равно. Главное, чтобы денежный кошелек был. Счастья абсолютно я у нее не вижу. Вот нет у нее счастья. Вот довольна, давайте спросим, довольна ли она своей жизнью сейчас? Ну, как бы здесь даже не о чем говорить, да, вот состояние вот как спасите, помогите, да, вот рука руку вытаскивает. Состояние, когда вот у нас десятка мечей, да, это такая самая у нас трэшевая карта, когда, ну, хреновезно просто до глубины души. Она свой бумеранг получила со всех сторон. Вот даже я вам скажу, что вот опять же уже не первый раз выпадает у нас в раскладах, что как-то вот она по большей части с более молодыми мужчинами общается. Но эти молодые мужчины, ну ее, ну реально поматросили и бросили, и все. Ей плохо, ей тоскливо. Ей плохо, потому что, посмотрите, у нее ни денег, ни любви особой нет. Ей хочется встретить того вот своего императора, но его нет. Поэтому бумеранг она получила сполна. Она настолько вот как-то отталкивает мужчин, вот настолько они ее чувствуют. Счастья здесь абсолютно я не вижу, абсолютно. Здесь чисто деньги, деньги. Вот она пришла к своему тупику. Вот она не знает, как она будет жить дальше. Да, финансов таких больших у нее нет. То есть на вот эти все какие-то ее наряды, шмотки и все остальное у нее особо нет денег. Мужчины любимого тоже у нее нет, а ей-то хочется любви. Но тем не менее она отталкивает их. Тут у нее, конечно, дилемма такая. Поэтому бумеранг в действии. Больше я не могу ничего сказать, потому что ну, человек получил по заслугам. Да? Вот она получила, за что боролась, на то и напоролась. Мужчины как-то вообще ее не воспринимают для серьезных отношений. Вот реально. Просто чисто для развлечений. Вот она женщина для развлечений. Вот по жезлам попрыгать, все. Вот к чему она пришла. Конечно же, она не так планировала свою жизнь, но, тем не менее, бумеранг никто не отменял. Поэтому вам, смотрите, ребята, кто-то порадуется, да, за такой расклад, за такой бумеранг даже, вернее. Кто-то огорчится, может быть, да, потому что еще чувства есть к бывшей. У каждого своя история, никого я не вправе судить. Ну, думайте сами, решайте сами, да, вот иногда думаешь, вот жил с человеком, да, любил, а потом узнаешь какие-то ужасные вещи и становится на душе, ну, как-то так мерзко и противно. Думаешь, да, вот кого ты любил? Как ты мог любить такого человека, да, вот сам вот в шоке просто становишься. И довольно много таких историй, когда ну просто люди настолько разочаровываются спустя время, и оказывается, да ты совершенно не знал этого человека, да, там кто-то женщину свою, там женщины в мужчинах, допустим, разочаровывается. И просто сам вот в ауте просто... С кем ты жил, зачем ты жил, да, на кого ты потратил свои там лучшие годы, допустим. Поэтому вот такая вот вам информация для размышлений. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!